Привет! Сегодня мы будем делать свечи из вощины. И вот в этой коробочке у меня специальный набор для изготовления таких свечей. И я сразу хочу сказать, что это видео ни в коем случае не урок по изготовлению таких свечей. Я сама их буду делать первый раз. Вот. Ну что ж, давайте открывать. Куда? Здесь в составе набора фитиль, вощина, а также пакетики с травами. И я сейчас все достану, мы рассмотрим поподробнее. Травушки. Вот тут в пупырочке несколько листочков вощины. Надеюсь, она там не потаяла, а то сейчас очень жарко. Итак, вот такой фитиль. Так надо показывать. Ну, тут довольно его много. И вроде как его можно использовать прям так, как есть. Но я предпочла фитиль провощить. Я сделала это заранее. Вот кусочек провощенного фитиля. Как я его провощила? У меня есть кусочек натурального воска. Вот. И я его растопила на водяной бане и окунула туда фитиль. Где-то секунд на 30. Ну, также, я думаю, можно было растопить кусочек самой вощины. А можно было ничего не делать, вроде как и так делают просто такой фитиль. Ну вот я провощила. Слово такое странное. Провощила. Так, разверну вощину, как она тут завернута. Смогу ли я так достать? Нет. Немножко я тут не помещаюсь. Что представляет из себя вощина? Это такой плоский лист пчелиного воска с отпечатанными на нем сотами.
один такой кусочек рассчитан на среднего размера свечу. Я не знаю, сделана ли эта вощина полностью из пчелиного воска, или же она немножко чем-то разбавлена. Но пахнет она довольно-таки неплохо. Такой запах медовый. Ой. Такая она немножко липкая. Я буду делать 2 свечи сегодня. Но я надеюсь, что получится хотя бы одна. Рассчитываю сделать 2. Поэтому 2 листочка я возьму и остальное уберу. И рассмотрим травушки. К сожалению, производитель не подписал пакетики. Купила этот набор, кстати, на Wildberries. И назывался он, ну как-то так и назывался, набор для изготовления свечей из вощины. По-моему, так. В общем, я зашла на сайт и посмотрела там описание. И там названия трав указаны. Так, потеряла листочек, на котором записала. Где он есть? Нашла. И вот я здесь записала название трав. Жасмин, роза, мелисса, календула, лаванда и чабрец. Ну и давайте смотреть. Вот этот пакетик явно с жасмином. Тут видно его цветочки. Вот это календула. Такие позитивные желто-оранжевые лепесточки. Даже хочется открыть, немножко ими пошуршать. Это надо побольше высыпать. Я пока не буду. Так. Ну, вот это явно роза. Ну, роза у меня, кстати, тоже есть. Я сама собирала лепесточки шиповника и сушила. Сейчас покажу. Вот в этой баночке у меня засушенные цветки, цветочки шиповника. Вот я постаралась их прям целенькие засушить. Такая ложечка еще есть. Ну, просто для красоты. Не то чтобы я прям собиралась с ними что-то делать. Хотя их можно заваривать в чай. Я их собирала не в городе. И лепесточки у меня тоже где-то есть, но не буду искать. Такая прелесть. Я все хочу сделать видео, полностью посвященное сухоцветам. Но все пока никак. Все у меня всегда очень долго. Эти свечи я тоже долго собиралась сделать.
Ну вот это явно лаванда. И еще тут два пакетика с похожей зеленой травой. Это так, мелисса и чабрец. Но я подозреваю, что вот это чабрец, а вот это мелисса. Но я сейчас открою и понюхаю. Так, что-то оно пахнет воском и толком непонятно. Открою вот этот. Но я думаю, что это мелисса, потому что чабреца, наверное, нет таких листьев. Хотя я не эксперт по травам. Ладно, все перебивает запах меда и воска. Так. Ну и наконец буду приступать к изготовлению. Буду пытаться. И какие же свечи я хочу сделать. Сразу скажу, что никаких магических свойств или чего-то такого я не собираюсь придавать свече, никаких заговоров, ничего такого. Это будет просто свеча для красоты. Да, для такого приятного антуража. Так, второй листочек я пока отложу. Очень хорошо вощина гнется. И я еще приготовила картоночку, чтобы на ней катать и не портить фон. Положу сначала вот так, чтобы лучше было видно. Как я уже сказала, делаю это первый раз, поэтому все так, как попало. Возьму фитиль и разрежу его пополам. Кладу фитиль на краешек кусочка вощины. Так. Я посмотрела парочку видео, как это делается. Но не знаю, усвоила я что-нибудь или нет. И теперь нужно очень-очень плотненько к нему вощину прилепить. И, как я поняла, чем плотнее, тем лучше.
и чуть-чуть еще прокрутить. Но я не надеюсь, что у меня прям с первого раза получится правильно. Тем более для меня снимать что-то на камеру, это значит, что будет в несколько раз сложнее делать. И еще разочек прокрутить. Сделаю вот так, чтобы поплотнее прижать к фитилю. Так, чуть-чуть еще. И теперь, я думаю, уже можно добавлять травы. Что касается трав, как я поняла, с травами нужно очень осторожно действовать. Если добавить трав слишком много и не измельчить их перед этим, то свеча может слишком сильно гореть, она может вспыхивать, могут разлетаться брызги. В общем, очень такая пожароопасная вещь, так что нужно очень аккуратно их добавлять. Я хочу, чтобы свеча немножечко трещала, немножко искрила, но слишком сильно не вспыхивала. Поэтому я добавлю немножко и предварительно измельчу. А чтобы измельчить, я использую вот такую ступочку. Это деревянная ступочка, точнее она бамбуковая. И я еще ни разу ей не пользовалась, поэтому не знаю, нормально получится измельчить или нет. Но это не то чтобы было очень важно. Так. И в эту свечу я хочу добавить немножко цветков жасмина. Вот несколько цветочков я высыпала в чашечку. И попробую их растолочь. Конечно, нужно было это сделать до того, как я начала крутить свечку. Ну, ладно уж. Ну, что-то потихоньку измельчается. Вот, кстати, как выглядит один цветочек. Он такой сухой-сухой. Прям даже руками его легко измельчить. Если не получится пестиком, то я так и сделаю. Я поставлю его сюда. Так, ну, в принципе, ступка рабочая.
Но лучше, если будет еще помельче. Так что я еще пальцами вот так простираю. Ну ладно, сойдет. Насыплю немножко травы, ну, точнее цветочков на вощину. Так. Стараюсь не брать крупные кусочки. И не буду добавлять много. Я не знаю, кстати, это много или нет. Но в данном случае мне кажется, что лучше меньше, чем больше. Так, вот эти череночки я убираю. Так. Угу. И теперь нужно все это дальше закатать. Тоже очень-очень плотненько, чтобы было как можно меньше просветов. Надеюсь, я не очень пыхчу в микрофон, а то он у меня тут прям перед лицом. Что-то у меня тут уезжает один краешек. Так. Не знаю, достаточно ли я плотно ее скручиваю. Так. Ну, кривовато, но более-менее. Для первого-то раза сойдет. Так, совсем криво закрутила. Совсем криво. Ну, ладно. Как сделала, так сделала. Краешек я тут залеплю. Ну, вот снизу кривовато вышло. Ничего страшного. Так,
хвостик этот я сейчас обрежу. Ну, в общем, как-то так. Я очень надеюсь, что она будет гореть так, как я это задумала, то есть немножечко потрескивать. И в конце видео мы обязательно ее зажжем. Вот. Но перед этим я сделаю еще одну. Так, измельченные цветочки я высыплю в пакет с жасмином. Так, вторую свечу я хочу сделать поинтересней. Я добавлю в нее мелиссу, ну, то, что мне кажется мелиссой, ну или, возможно, чабрец. А также я хочу в нее добавить эфирные масла. Эфирных масел в наборе не было, но у меня есть. Вот у меня тут есть эфирное масло лаванды и эфирное масло мяты. Их я тоже хочу добавить. Что-то у меня такой бардак тут. Светочка. Вот эту предполагаемую мелиссу я добавлю внутрь, так же, как и с первой свечой. Это точно мелисса. Запах ее. Так, ну какую-то часть я точно измельчила, а крупные кусочки я просто не буду класть. И нужно повторить эту процедуру с закатыванием фитиля. Кладу его на краешек. Хотела подвинуть. Так, и
очень плотненько вокруг него оборачиваю. Так, и дальше заворачиваем. Заворачиваем. Ну и еще разочек. Так, это что за кусочек такой-то? Непонятно, что-то попало. Ну ничего. Так. Нормально. Так, теперь нужно выбрать крошки поменьше и насыпать их. Угу. Так, палочку я не буду класть. Я не хочу, чтобы она сильно искрила, да, свеча. Ну и я боюсь положить слишком мало, что она вообще не будет трещать. А мне бы хотелось, чтобы она немножечко так потрескивала. Ну ладно. Так. Я не сыплю до конца, потому что то, что ближе к фитилю, оно, скорее всего, будет потрескивать, а дальше нет. И масло. Масло я тоже хочу добавить внутрь свечи. Масло лаванды и масло мяты. И вот с мелиссой, мне кажется, прекрасное сочетание. Так, я добавлю, ну, постараюсь добавить 3 капельки мяты, а там как получится. Так, раз, два, три. Угу. Чуть-чуть промахнулась. Как оно классно пахнет. Это у меня масло от фирмы Now. Так. И лаванда. Это у меня ауракация. Ну, запах такой довольно странный. Так, капай. Раз. Ну, какой капризный. Давай. Два, три, четыре. Ну ладно. Вот. Что-то я вначале совсем не капнула. Сейчас еще капельку мяты капну ближе к началу. Сюда.
И закручиваю. Вот эту лаванду, цветочки я добавлю потом. Это будет украшение. Так, масло еще надо поразмазать. Надо было сначала накапать масло, а потом уже траву. Я не буду размазывать. Что хочу, то и делаю. Нужно плотно-плотно закрутить. И стараться, чтобы ничего не перекосило. Браслет шуршит. Наверное, он мешает. Так. Ну, немножечко, возможно, ровнее, чем предыдущая, но тоже кривовато, конечно. Чуть-чуть получше. Угу. Так, все прилепила. Так. Ну, мне кажется, недостаточно плотно я закручиваю. Это, конечно, плохо. А может и достаточно. Ладно. Так, вот это у меня будет жопа. Нет, это у меня начало. Жопкой. Все залепила. И теперь я эту свечу сверху украшу лавандой. Для этого я возьму лаванду и рассыплю ее вот здесь. Прям вот так. Ну, не буду пока закрывать. И я покатаю эту свечу по лаванде. Ой. И она уже укатилась. Ну вот как-то так. Оно, конечно, не намертво прилипает. Но я думаю, если еще как следует покатать, то такая вот свечка. Сейчас еще немножко покатаю.
Угу. Вот уже получше. Ну вот, собственно, и все. Готовы две свечки. Толщиной они примерно сантиметра 2,5. Ну или 2. А длина у них так. Длина 13,5 сантиметров. Толщина, ну да, почти 2,5. Чуть-чуть больше 2. Вот такие вот красивые. Вот это еще и здорово пахнет лавандой и мятой. Ну что ж, выглядят они вполне неплохо. И теперь нужно проверить, как же они горят. Ну вот я постаралась сделать ракурс немножко поудобнее, чтобы было видно, как она будет гореть, если будет. Вот тут у меня подсвечник. Так. И я ее зажгу. Ну, давайте смотреть. Вроде что-то горит. Пока не искрит. Хотя... Нет, пока не искрит. Но выглядит неплохо. Какие-то есть очень легкие звуки, но очень-очень слабо. Может, еще не дошло до травы. Прошло 10 минут. Вот так выглядит свеча. И, к сожалению, она совершенно не трещит. Вот. Хотя выглядит она хорошо и очень хорошо горит. Но нужно было не бояться и положить побольше мелкой травы поближе к фитилю. Но зато у меня теперь есть такая вот симпатичная свеча, сделанная своими руками. И я ее сейчас погашу и поставлю вместо нее лавандовую. Посмотрим, как горит она.
Свеча прогорела 10 минут, и, к сожалению, она тоже не потрескивает. Да, слишком мало добавила травы. Вот. Но я все равно довольна, потому что свечи получились красивые, и они хорошо горят. А если у меня получится сделать свечу, которая будет потрескивать так, как мне хочется, то я обязательно ее в каком-нибудь видео покажу. Ну а на этом я буду видео заканчивать. Большое спасибо за компанию. Надеюсь, это было интересно. Но мне точно было интересно, мне понравилось всем этим пошуршать. И увидимся в следующих видео.